можно сказать, что это не главное сражение осени, это главное сражение 2025 года. Ну все, вот как оно быстро все распространяется. Мы предупреждали об этом не раз, не два. Это просто начало. Я говорю, что преступный мир возьмет это на вооружение так быстро, как ни одна армия мира. Но чтобы вот такие вот, которые в 9-метровую сигару влезали, атомный реактор, это впервые. И поэтому и реакция такая на Западе. Ну, шок. Канадский север, русский север, тайга, пожалуйста, любые там горные условия, где угодно. Ты можешь источник энергии необслуживаемый поставить куда угодно. Здравствуйте, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Добрый день, рад всех приветствовать, кто сейчас к нам присоединился на истекшей неделе. Самые две важные темы всех волновали, для России и Украины. Это события в районе Покровска, конечно. А для всего прогрессивного человечества это запуск испытания ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем на борту. Вот, большая часть нашего выпуска сегодня будет посвящена этим двум темам. Да. За минувшую неделю, согласно данным Минобороны, российские военные взяли под контроль населенный пункт Балаговка в Харьковской области, Першотравневая, Вишневая и Егоровка в Днепропетровской области, Новониколаевка и Привольная в Запорожской области, а также два населенных пункта в ДНР. Это Дроновка и Промень, или Промень. Да, но поскольку немалая часть населенных пунктов переходит из рук в руки в районе вот этого знаменитого выступа Добропольского, да, мы здесь не упоминаем, но предупреждаем всех, что там изменения регулярные. Да, главные события, как в прошлый раз мы и сказали, разворачиваются в районе Покровска-Мирнограда, на Добропольском выступе, и это единый фронт. Длину мы его определили приблизительно 150 километров, сейчас уже, может быть, немножко меньше. Сказали, что мы стоим, видимо, накануне падения укрепрайона по всем признакам. Так оно и есть. И еще ранее в одном из выпусков я говорил о том, что, судя по всему, это будет главное сражение этой осени. Вот. Но сейчас уже точно по совокупности деталей всех можно сказать, что это не главное сражение осени, это главное сражение 2025 года. Почему я еще в этом в свое время немножко сомневался? Потому что в марте месяце была закончена операция по ликвидации плацдарма ВСУ в Курской области. Да. И это классическая такая операция. Там вот впервые так наглядно была проведена изоляция поля боя. Она имела конкретные временные рамки. И очень яркое событие такое военное, но многими воспринималось как важнейшее событие года. Тогда, правда, Сырскому удалось вывести из плацдарма свои войска по большей части все, с существенными потерями, конечно. Вот. И, конечно, сейчас уже по совокупности обстоятельств видно, что все-таки прямо разворачиваются события, которые войдут в историю. И к этим событиям, конечно, приковано всеобщее внимание еще и в связи с тем, что, как верховный главнокомандующий Путин устроил совещание, где отчетную часть, зачитывал начальник генерального штаба, рядом сидел его ближайший соратник, начальник главного оперативного управления Рудской, где Герасимов сообщил, что произведено, что в окружении находятся две крупнейшие группировки ВСУ, и все начали обсуждать это. Понятно совершенно, что Герасимов не договорил, то есть он не сказал важнейшего термина оперативное окружение, а не просто окружение. Потому что классическое окружение, мы уже много раз об этом говорили, это окружение на два фронта. Кольцо замыкается и выстраивается еще с другой стороны, кольцо на другую сторону, чтобы предотвратить прорыв противника для деблокады этих окруженных частей. Все. То есть полное окружение физическое, да, а его нет.
Уж что касается вот этой подковы в Покровске, мы понимаем, что, так сказать, там действительно совсем уже близко к полному физическому окружению, но и то есть вот эта часть, не занятая 4-5 километров, и сразу все абсолютно комментаторы, блогеры, СМИ, журналисты, все на это указали. Но там уже серая зона. Там уже серая зона, да, которая очень плотно контролируется беспилотниками российскими и так далее. Но все-таки это же не окружение в классическом смысле. А уж что касается Купянска, где там в окружении записали все части украинские, которые стоят на восточном берегу Оскола, тут он совсем даже разговор не о чем вести никаком окружении. Значит, поэтому, конечно, разговор идет об оперативном окружении все-таки. Тут очень важный момент есть, который я вот почему-то и не вижу, что об этом говорят. Когда Путин пришел, там сидели два персональных ответственных. Это два генерала, ответственных за вот эти конкретные участки, где главные события происходят. Это генерал Солочук, командующий группировкой войск «Центр», который отвечает за все, что происходит в районе Покровска, и генерал Кузовлев, который командует группировкой войск «Запад», отвечающий за события в Купянске и вокруг Купянска. И тут, так коротко, как бы мимоходом, Путин говорит: я к вам приехал, чтобы послушать, что вы будете делать для деблокады, для отражения попытки деблокирующих атак вооруженных сил Украины. Что обязательно, он дает понять, будет деблокирующий удар. То есть окружение, украинцы попробуют прорваться. Что вы собираетесь сделать, чтобы этого не допустить? Я для этого доклада к вам сейчас приехал. Все это важнее всего остального. Начиная вот с того памятного эпизода окружения на Азовстале, вот, в Мариуполе, ни разу еще не было каких больших, крупных, серьезных окружений вот такого масштаба. Сейчас внутри этой подковы с возможностью выхода, обратим внимание, находятся, все-таки продолжают сражаться разрозненные части, сильно поредевшие вооруженных сил Украины, но все-таки численностью до 3000 человек, это вот по моим подсчетам. Очень крупная группировка все-таки. И поскольку их невозможно снабжать вот этими дронами агропромышленными «Баба-Яга», потому что уж больно большая группировка скопилась. Никаких баб-йог этих не хватит для того, чтобы такую группировку снабжать. Соответственно, если дорога перерезана, а она перерезана, снабжение уже главное, основное, начнется неизбежное истощение боеприпасов. И что интересно, ты можешь послать своим окруженным товарищам в окружение, в том числе и дроны. Дрон может тащить дрон на себе, но это в ограниченном количестве все-таки. То есть количество дронов, которые у них как расходный материал, да, у окруженных частей, тоже начнет постепенно сокращаться. Вот это, конечно, не конец всего, но прямо вот на глазах начинает изменяться обстановка очень динамично. То есть вот он, показатель нелинейности развития ситуации, когда вот днями, потом неделями, потом месяцами одно и то же, потихоньку кто-то наступает. И вдруг мы поняли, что незаметно на одном участке фронта каком-то произошло истощение у кого-то, у одной стороны, да, вот группировки, и схлопывание происходит. То есть очень быстрое развитие событий. Вот сейчас это происходит в Покровске. Если мы берем весь этот участок, то никакого особого преимущества российской армии там нет. Стороны сражаются в паритете. Никакого там, как пишет украинская пресса, там, 6-кратного, 8-кратного преимущества нет. Как командующий распределяет войска внутри этого очень большого участка там между собой, это их дело. Я имею в виду общее количество группировки. Да? Конечно, каждый стремится на важнейших участках создать преимущество. Ну, свести наибольшее количество, так сказать, своих сил и средств для атаки. Но в целом это все-таки они в условиях паритета сражаются. При этом у России есть явное преимущество в артиллерии, авиации, там, многих других вещах. Я говорю только о людях, только о личном составе. Это первое.
И мы первый раз видим в очень наглядном виде эту тактику новую, которая прям совершенствуется на наших глазах, появляются все новые и новые ее детали, да, этой картины, которая будет характеризовать все сражения в городах зимой. Когда я говорил, что зимний период вот этой зимой 25-26 годов, он будет очень сильно отличаться от всего, что мы видели там в городах сражения в предыдущие годы. Оказывается, не надо дожидаться зимы, мы все увидели прямо сейчас. Коротко расскажу, это тактика, она наглядно написана, все уже, так сказать, в первую очередь, конечно, украинскими комментаторами. То есть создается подкова полуокружения, дальше на той части, которая свободна, и создается преимущество в дронах, начинается изоляция поля боя. То есть воспрепятствованию доступа внутрь этого полукольца окруженного невозможно ничего подвозить. Ну, еще говорят, значит, просто обрушение логистики. Да? Вот такая большая группировка, как в Покровском Мирнограде, ее надо возить там боеприпасы, так сказать, и все, что необходимо, все-таки грузовиками, а не дронами Баба-Яга. Потом наступает постепенное истощение, как это было в Курской области, и значит, быстрое развитие событий на последнем этапе. Вот мы приближаемся, судя по всему, к этому быстрому развитию событий. Когда российское командование готовило эту операцию, окружение Покровского Мирнограда, они заранее, вот это свойство, психологически неготовность на неравноценный размен украинского командования закладывало в свои планы. Они готовились к тому, что Украина заранее никуда не отойдет и окажется в мешке. Это так. Вот с этим я ничего не могу поделать, я вынужден сказать. Но может ли украинская армия выйти? Может. Для этого необходимы определенные условия. В первую очередь погода. Вот это вот несомкнутое кольцо подковы, через него можно пройти по полям, там все, но необходимо. Значит, часть войск, кстати, выведена уже оттуда. Они целую неделю выводили потихонечку войска, которые там снабжением занимаются и так далее, второстепенные части какие-то. Необходим ночь, во-первых, необходима. Во-вторых, холодный сильный дождь. Если в это время дроны наблюдения хуже видят. Не то, чтобы они совсем слепые, нет, но хуже видят. Реально. Можно воспользоваться этим, ну, если еще есть там, меры маскировки принять какие-то и так далее, знать, как это делать. В принципе, можно выйти. Если погода поможет, да, густой молочный туман. Густой молочный туман. Вот не такой, как российские там войска пытались использовать, когда наступали на Никаноровку, где целая колонна, так сказать, попала под огонь украинских дронов. И их все-таки обнаружили. Туман был недостаточно густой. А прям вот настоящий густейший туман, когда там вот 50 метров ничего не видно. Если такой будет, можно достаточно эффективно воспользоваться этими обстоятельствами. Поможет ли погода? Я посмотрел. Выходит этот выпуск в субботу. По идее, в пятницу ночью должен быть дождь. Другого не среди бела дня, там еще будут участки временные, когда будет вообще даже ясная погода и солнце будет. Среди бела этого не сделаешь. То есть выход через этот плотно контролируемый российской армией участок чреват очень большими потерями. Вообще лучше всего, если будет настоящее окружение, если кольцо просто замкнется уже, все. И это уже не оперативное, а полное окружение будет. Да? Конечно, желательно, чтобы украинские части внутри этого окружения сдались, а не погибли. Это понятно, что все, я, например, только за то, чтобы люди жили дальше. Вот. Ну, как это будет, то что взаимное остервенение и ненависть, конечно, дошли до такой ситуации, что сдаваться, может быть, никто и не захочет. Вот. Я стараюсь не злоупотреблять предсказаниями и рассказами о том, что будет там когда-то. Но вот в этом данном случае конкретном настолько уже мы подошли к решающим каким-то обстоятельствам, что надо обязательно сказать о последствиях.
Если российская армия добьется того, чтобы вот это окружение было ликвидировано, все, кто там в котле находится, я имею в виду, армия потеряла боеспособность украинская вот в котле, у российского командования освободится очень значительная часть войск. И они могут быть прямо сразу использованы как резерв. То есть вот эта вот подкова огромная, где-то 45 километров, схлопнется до 10-15 километров. То есть тебе надо было держать фронт 45 километров, а теперь 10. Все. И вот эти войска, они могут быть сразу же немедленно использованы для очень серьезного изменения оперативной обстановки. То есть, скорее всего, возможнее всего, это наступление на север, на Константиновку. И, в общем, это начало операции по захвату этого огромного укрепрайона Константиновка, Дружковка. Северск. В первую очередь, да. Нет, укрепрайон, когда говорят, там обычно имеют в виду города Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Вот, да, вот эти 4 города в Константиновке уже идут бои, причем по той же самой схеме. Значит, сколько было разговоров насмешливых о том, что вот российская армия перешла на мотоциклы и даже эти самые, не велосипеды, а скутеры, самокаты. Даже на самокаты. Да? Смеялись. Потом стало понятно, что это просто способ рассредоточиться и быстро проскочить эту килл-зону, да? Серую зону, самую опасную часть. Потом это рассредоточение дошло до предела уже, и в города стали заходить по 2-3 человека. И сколько было разговоров с юмором таким, как же люди рассуждали, что потеряшки, они заходят, ходят, там не знают, чего делать. Тогда. Оказывается, нет, они не знают, что делать. Внутри городов все, кто туда попал вот таким дисперсным раствором, руководствуются единой волей. Им, во-первых, рассказывают, где соседи, в каких местах еще такие же точно, как они, находятся, отдельные маленькие группки. Во-вторых, они все выполняют единую волю командования, абсолютно. Первый этап. Затаиться, никуда не вылазить, смотреть и только искать места, где находятся операторы украинских дронов. Запоминать. Разведка. Это прямо вот уже функция спецназа на самом деле. Хотя делает это обычная пехота. И второй этап. Наведение огня артиллерии и дронов на уничтожение мест, где сосредоточены операторы. Ну и расчету минометов и так далее. Вот. Третий этап. Максимальное количество уже этих людей становится больше, чем защитников, тех, кто там, украинских-то войск. В украинской прессе появился удивительный термин – поглощение города. То есть, как бы не захват, ничего, а поглощение вот такое незаметное, как бы, да, как грибница проросла сквозь него. И это все под управлением вот, людей, которые находятся далеко-далеко за линией фронта, управляющих, военных управляющих, которые и помогают, и наблюдают, и снабжают. Все. То есть, это единый организм все-таки такой. В Купянске, там, где Путин тоже ждет, что будет окружение, появилась информация, что якобы новый командующий, украинский, который ответственен за зону Купянска, Дропатый, генерал Дропатый, вроде бы дал приказ на отход с восточного берега Оскола всех войск, которые находятся в оперативном окружении. Не знаю, насколько это правда, подождем. Может быть, это просто такая вот военная пропаганда с российской стороны, чтобы внести сумятицу в мозги украинским военным. Может быть. Но, в принципе, это вовсе и не запоздалое действие. Может быть, так и надо действовать. Сырский воспринимать Дропатова, это по всем источникам, как конкурента все-таки. И все говорят о Дропатом как о человеке, вероятном сопернике, которого могут назначить на место Сырского. И он его назначает на очень, не опасный, а тревожный участок, Купянск, командовый, где очень вероятно военное поражение. И Дропату придется отвечать за это. Вот такой трюк, бюрократический, интрига дворцовая. А вспомним, как у нас назначили командующим войсками генерала Суровикина, когда необходимо было принять решение об отводе войск
с правого берега Днепра из Херсонской области, и тогда была утрачена столица Херсонской области, город Херсон. И надо было кому-то взять на себя это вот решение и сказать: да, мы уходим. И тогда прямо вот по телевизору генерал Суровикин докладывал Путину, а Путин сказал: ну хорошо, выходите. Значит, как только он все это сделал, его тут же сняли, Суровикина, значит, и командующий всеми войсками снова стал начальником генерального штаба. То есть вот она интрига очень похожа. Человек, который на себя берет тяжелейшее решение отвести войска, отступление, да, он находится, так скажем, под ударом административным. И в дальнейшем его используют фактически как разменную монету. Вот очень похоже, что сейчас Дропатый находится в положении Суровикина. Ну, это такая аналогия. Это просто аналогия такая. Ну, по-моему, наиболее активные сейчас действия, за исключением, конечно, Покровска, Мирнограда, происходят на юге, где действует группировка войск «Восток», то бишь Днепропетровская и Запорожская области. Да, и вот населенные пункты, которые ты в самом начале называл, подавляющая часть из них как раз относится к зоне действия группировки «Восток». И эта машина военная, она продолжает наступление неукоснительно, просто, так сказать, равномерными такими шагами. В прошлый раз мы говорили о том, что перед ними стоит задача форсирования реки Янчур, о том, что необходимо расширять плацдармы на ее западном берегу. Сейчас фактически у ВСУ уже и на западном-то берегу почти не осталось мест, где они на берегу Янчура там что-то контролируют. Практически уже по всему течению в нижней части зоны ответственности не просто перешли, а уже оттеснили ВСУ и движутся дальше. Тут интересно вот какая штука. Когда Трамп что-то объяснял незадолго до этого о своих переговорах с Зеленским, он сказал, ну вот о закупках, вернее, передаче томагавков и так далее, что Зеленский ему сообщил, что Украина собирается идти в наступление. И я все время задумывался, где же Зеленский собирается наступление-то делать. Интересно просто, в каком... Ну, ты предположил, что на самом деле это просто тактика для получения томагавков. Сначала томагавки дайте, а там уж подумаем, наступать или нет. Трамп просто за чистую монету принял. Но вдруг Зеленский решил и немножко сымитировать. Ну, то есть показать, что нет, все-таки вот есть какое-то наступление у нас. Потому что контратаки, они же по всему фронту украинские были вот за эти 2 недели последние. И я подумал, может быть, вот этот участок. И второй кандидат на предполагаемое наступление или попытку наступления, так скажем, это атаки на Добропольском выступе. Ведь он фактически, они верхушку срезали всю уже, вот этого Добропольского выступа. Западная часть. Да, он уже не столько там выступ, сколько одно основание от этого зуба осталось. Я его зубом называю, потому что он изначально был похож на зуб. Вот там уже одна десна осталась. Действительно, все сверху стесали. Когда Путин предупредил командующих группировками «Центр» и «Запад» о том, что начнется деблокирующий удар, он не успел еще до Москвы доехать, а этот деблокирующий удар уже начался. Это контратаки украинской армии чуть севернее Родинского. Там, где вот этот смыкается этот самый, вот эта подкова, северное ее окончание, Родинское, оно было захвачено российской армией, уже там расположились и операторы дронов, и все. И чуть севернее его и успешное контрнаступление, контратака, не контрнаступление, контратака успешная. И стал понятен замысел, то есть они хотят обрубить это Родинское и выйти в зону Покровска, минуя его с востока. Ну, похоже, что Путин прям все понимал. То есть они уже обсуждали, видимо, эту возможность. И вот там
чрезвычайно ожесточенные бои. Вот все рассказывают, источники, что ничего более тяжелого за долгие-долгие месяцы не видели, чем бои вот там вот, которые сейчас севернее Родинского развернулись. Там идет настоящее контрнаступление украинской армии, которая отчаянно пытается прорваться в Покровск к своим. Вот, может быть, это оно и есть. Может быть, это оно и есть, да, посмотрим. Важное событие на фронте, еще одно, которое ты не прокомментировал, это подрыв дамбы в Белгородской области. Ну, обсуждают многие, да. Если коротко, то так. Водохранилище на реке, значит, подорвали, ну, не водохранилище, а нарушили целостность запорных устройств. Вода стала стекать из водохранилища по реке, которая течет прямо на юг, пересекает границу с Украиной и втекает в Харьковскую область. Там, где как раз идут бои. И там под 90 градусов, ну, приблизительно, конечно, да, в нее впадает река Волчанка. Да, которая по ней назван город Волчанск. Волчья. Ой, Волчья. Да. Значит, и идея состояла в том, чтобы поднять уровень реки исходной, и в том числе и в тех притоках, которые к ней подходят. Соответственно, в реке Волчья тоже уровень должен подняться. А если посмотреть по карте, она идет как раз за спиной российских войск. Они перешли через нее, и она у них осталась за спиной. То есть у них за спиной сейчас фактически вот разлив. И действительно поднялись грунтовые воды. Не то, чтобы она перелилась через край, а именно вот грунтовые воды поднялась. В окопах вода. Это не должно, по идее, так сказать, нарушить прям всю оборону, но создаст неудобства. Большие неудобства. Это так. Абсолютно. Значит, война с противником с помощью водных ресурсов, разрушение водохранилищ и так далее, мы вот говорили неоднократно, в частности, вот, взрыв плотины Каховской ГЭС, которая привела к разливу на Днепре водохранилища грандиозного этого, когда перестала работать, ну, всякая возможность исчезла работы Запорожской атомной электростанции, прекратился полив полей в новых регионах, которые Россия включила в свой состав, прекратился забор воды в Северо-Крымский туннель, Крым остался без воды, но нанесен большой, серьезный ущерб экономике России, однозначно. Здесь более локальное такое событие, но еще и во Вторую мировую войну советское правительство взорвало Днепрогэс, чтобы разлился Днепр и помешать немецким войскам, вермахту, да, перейти через, ну, в общем, помешать его военным действиям, не помогло. Немцы абсолютно не заметили этого разлива, то есть заметили, ну, форсировали спокойно совершенно, без проблем. То есть далеко не всегда это работает. Это связано с тем, что рано или поздно любое водохранилище стекает. И вот этот разлив Каховского водохранилища 2 недели. Ну, по крайней мере, до весны. Это... Нет, сразу. Просто оно Нет, я имею в виду, уходит. что снова начнутся, могут быть, проблемы весной, когда половодье. Может быть, посмотрим. Но вообще, в принципе, вот ты открыл шлюзы, все, Ну, да. оно начало опускаться. Вот Днепровскому разливу, этому Каховскому водохранилищу, хватило 2 недели. Оно опустилось, все. То есть это кратковременное действие такое. Оно не... А вот ущерб природе, оно может нанести очень серьезный. Давай немного про международные вопросы. Ну, начнем с Латинской Америки. Вот недавно Дональд Трамп говорил о намерении провести контрнаркотеррористическую операцию, если так можно сказать, в Венесуэле. Убить Мадуро. Но в итоге вот власти местные в Рио-де-Жанейро, они решили сами провести такую операцию против фавел. Потому что там... Против не фавел, против которые все сконцентрированы в фавелах. Наркомафия, она действует, их основная территория, где они власть имеют фактически. Это фавелы. 2500 полицейских, уличные бои, от 60 до 80 человек убитых за 1 неделю. В общем, баррикады на улицах. И удивительным образом применяются тактические приемы военные, которые были разработаны в ходе российско-украинского конфликта.
Вот уж прямо заимствование. Наркомафия и ее боевики используют в Рио-де-Жанейро FPV-дроны для изоляции поля боя. Я сколько говорил про изоляцию поля боя во время Покровского окружения в начале нашей беседы, да, нашего выпуска. И вдруг читаю, и глазам своим не верю. Наркомафия изоляцию поля боя проводит для полиции, так сказать, недопущение ее воспрещения захода в те или иные районы. Целые районы отсекаются с помощью операторов FPV-дронов, обученных бандитов. Ну все, вот как оно быстро все распространяется. Мы предупреждали об этом не раз, не два. Это просто начало. Я говорю, что преступный мир возьмет это на вооружение так быстро, как ни одна армия мира. Вот это главное, что урок, который мы должны все вынести из этого. И вот на днях из материала Wall Street Journal стало известно подробности еще одной военной инициативе Трампа. Он вообще очень сильно увеличивает это крыло своего правительства, потому что триллионный бюджет Министерства войны, программа беспрецедентная ПРО «Золотой купол», и теперь еще и другое «Золотой флот». И по свидетельству участников обсуждений, сейчас идут дискуссии, что это будет, какой флот. По свидетельству участников он лично принимает участие в обсуждениях. Лично сам Трамп. Не то, чтобы он там все это взвалил на специалистов, а вот он как бы неравнодушен к флоту. Не так давно он выступил и сказал, что корабли недостаточно красивые. Они вот оскорбляют его эстетическое чувство. Вообще, я тебе скажу такую штуку. Промеж моряков всего мира, военных моряков, ходит такое мнение, что если корабль военный функциональный, во-первых, и, во-вторых, технологичный, он уже красивый. Уберите свои руки, ничего не трогайте, это и есть красота. Вот Трампу этого недостаточно. Он сказал, что корабли современные для него недостаточно красивы. Наверное, он внесет свою лепту в их дизайн, я так думаю. Что такое для Трампа красота? Мне кажется, все это понятие для него умещается в одно слово. Golden Dome, Золотой флот, золотая – это карта инвестиционная, которая дает права гражданства, да? И вообще все у него золотое. Золотые его помещения, которые он реконструирует у себя в Белом доме. Все в золоте. Все. Вот. Знаешь, было время, среди цыган считалось, что если полная челюсть золотых зубов, это так шикарно. Вот я думаю, что-то вот в этом есть. Но так или иначе, 280-300 новых кораблей будет построено. И из них значительная часть крупнотоннажных, которые вооружены самым современным оружием, и большая часть небольших кораблей, корветов, так называемых. Это отражает общую дискуссию во флотах всего мира о том, что же теперь делать. Ведь у всех на глазах этот несчастливый пример Черноморского флота России, где не просто погиб флагман от 2 ударов в корму и в нос противокорабельных ракет, и быстро погиб, да. А еще значительное количество погибло от ударов беспилотных и безэкипажных кораблей украинских и так далее. То есть видно, что что-то происходит, надо как-то реагировать. И вот моряки всего света сейчас вот они это обсуждают, и, в общем, это невозможно не обсуждать, конечно. Вот американцы сейчас эти дискуссии затеяли, в итоге вот около 300 новых кораблей. Вот про авианосцы там ни слова. Вообще, я хочу тебе сказать, что судьба крылатых ракет под вопросом сейчас. Потому что нужны ли они в таком виде, если они такие дорогие, а их так часто сбивают. И судьба авианосцев. Потому что крупный корабль, если в него влетает всего 2 ракеты, он пошел на дно, или там внутри у него его сотрясает от взрыва боеприпасов, это, конечно, сразу к вопросу подводит, такие деньги бешеные тратить на авианосец стоит ли, если он погибнет в первые 2 часа? Ну, допустим, вот эти авианосные группы у американцев, они супер защищенные должны быть. Они теперь получается, что и не совсем. Да. Кстати говоря, это новая
российская торпеда, которую Путин сейчас презентовал, она ведь не только должна там цунами вызвать, которое обрушится на побережье там Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, она может точно так же в центре авианосного ордера взорваться. Если у тебя там 15 мегатонн ядерный взрыв, то все корабли просто разметает в разные стороны. И они потеряют возможность, так сказать, там просто воевать. Будут не боеготовы, даже если они на достаточном расстоянии. Поэтому вот про авианосцы ни слова. Упор на переход к кораблям меньшего тоннажа. И самое главное, изменение вооружения. Вот другие ракеты, все по-другому, все это с космосом связано. Они будут практически вот по всему миру все видеть онлайн и так далее. Самое главное здесь другое. Он же дал $1 триллион. Вот эти 300 кораблей съедят все быстро. На что он золотой флот построит, но на что он будет строить золотой купол тогда? То есть ему еще $1 триллион понадобится. Вот, поэтому вот если уж говорить про милитаризм, вот он же зримый, как говорится, вот прям 300 новых кораблей сразу, раз, щелк. А что такое современный военный корабль США? Это ужасно дорогая штука. Ну и перед тем, как мы перейдем к основной теме выпуска, коснемся все-таки ядерного оружия. Тоже из-за океана Дональд Трамп объявил, что необходимо возобновить ядерные испытания. Это то, что не проводилось уже несколько десятилетий. Ну, с точки зрения хронологии, это выглядит так. Путин объявил, что вот испытали эту крылатую ракету «Буревестник», запустили там под водой этот с ядерным реактором «Посейдон». А Трамп сказал... Трамп в ответ сказал, а мы возобновим ядерные испытания. Значит, тут надо твердо знать такие вещи. Во-первых, в 1996 году был заключен договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Любого, подземного, там, какого хочешь. Раньше он под землей в шахтах взрывали, да? И к этому договору присоединились все ведущие ядерные державы. И Россия, и США, Китай, Франция, Англия. Уже за несколько лет до 1996 года никто испытаний не производил. А в 1986 году все добровольно решили от них отказаться. Тут четко надо провести линию, что это инициатива политиков. Почему? Потому что конструкторы атомного оружия, вообще оружия, они все двумя руками за возобновление испытаний, потому что они строят сейчас свои расчеты на основании математического моделирования. Ну, компьютеры им помогают, там, суперкомпьютеры, все понятно. И все-таки какие-то сомнения остаются, все хотят проверить в натуре, как это работает. Поэтому конструкторы-то, они как раз вот и ученые такие ядерного комплекса этого, и ВПК, за то, чтобы их возобновить. Это было чисто политическое решение. Политики сказали, так, конструкторы, заткнитесь, отойдите в сторону, больше не будет никаких испытаний, вот, хотя вам очень хочется. Теперь Трамп какое-то странное выражение употребил на равноправной основе, equal. Что это означает для него, я не понимаю, потому что никто не испытывает ядерное оружие. С кем он, какое равноправие хочет? Есть одна страна, которая производит атомные испытания атомного оружия. Это КНДР, Северная Корея, да? Изгой, понятно, все под санкциями находится 100 лет, и нельзя на них ориентироваться. А все остальные конкуренты, в первую очередь, Китай, конечно, и Россия. Он, да, привел в пример, что Россия и Китай хотят с большим отрывом, но через несколько лет этот отрыв уже сократится. Он написал... но ни Россия, ни Китай не производят атомных испытаний. Вот в чем штука. Соединенные Штаты последовательно, начиная там, с 90-х годов, с конца 90-х, вышли почти из всех договоров, которые составляли такой большой пул договорной базы по контролю над вооружениями. И меры доверия, открытое небо, и, конечно же, ракеты средней дальности, и запрет развития противоракетной обороны, там много чего было. Отовсюду вышел. Остался последний договор. Под разными предлогами. Никогда они... Нет, были случаи, когда они там
объяснения какие-то искали. Ну вот конкретно последний пример, вот этот вот показывает, что предлог, ну какой-то нерелевантный совершенно, потому Абсолютно, что да. никто испытаний не проводит. Поэтому это не то, что ответ на что-то, а это просто инициатива каким-то... Они вышли отовсюду. И остался последний договор, который истекает в феврале следующего года. Этот вот договор об ограничении стратегических вооружений. Все. И тут вдруг Трамп говорит, а мы еще и из этого договора уходим. Поэтому, когда я его называю милитаристским президентом, я имею в виду все. И вот эту инициативу «Золотой купол», и развитие Золотого флота, и выход, и возобновление ядерных испытаний, которые он вдруг на ровном месте вознамерился производить. Ну, не на ровном месте. Вот стоит как раз-таки отметить, ты говоришь, Северная Корея проводит испытания, потому что она страна-изгой, на которую нужны санкции. Россия становится страной-изгоем, на которую накладывают все больше и больше санкций. Может быть, все-таки это резонно, потому что понимает, что Россия, будучи изолированной страной, уже не будет считать себя связанной всеми этими международными договорами, и поэтому... Слушай, это так просто. Это так просто. Возобновит Россия ядерные испытания, вот и ты возобновляй. Да, кстати, своевременно Дмитрий Песков уже прокомментировал всю эту историю. Он, во-первых, сказал, что «Буревестник» и «Посейдон» – это не ядерные испытания, и до Трампа могли неверно донести эту информацию. Ну и вообще сказал, собственно говоря, что да, нам неизвестно о том, чтобы хоть кто-то проводил ядерные испытания, а если Америка начнет свои испытания, то, как обычно, Россия будет действовать соразмерно. Вообще-то, мы уже Трампа столько обсуждали за последние полгода, и были случаи, когда он действительно неправильно что-то понимал, потом поправлялся и никогда не извинялся. Не так понял, сказал все. Теоретически это возможно. Да, теоретически это возможно, что ему просто вот не так донесли, что-то у него там альтернативные мозги включились, и он потом переключился в правильный режим. Может быть, он скажет, что да, не так. Все. Так, а другая важнейшая новость – это презентация 2 новых видов ядерного оружия. Это «Буревестник» и это «Посейдон». Про «Посейдон» он так сказал в проброс на встрече с ранеными в госпитале, а про «Буревестник» более подробно. Для военных это, конечно, важное событие, но с точки зрения вот сохранения баланса сил в мире, да, не столь важно. Как военный объект оценить эту ракету «Буревестник» можно. Это, во-первых, крылатая ракета, то есть самолет без летчика, у которого на борту установлен малогабаритный реактор, который нагревает забортный воздух, и он поступает в турбину малогабаритную, авиационную, и выбрасывает реактивная струя, получается, и вот ее толкает вперед. Да? Он пролетел по заявлению начальника генерального штаба 14 тысяч километров, а летел 15 часов. Это очень важный момент. То есть она дозвуковая, точно так же, как все остальные современные крылатые ракеты, и «Томагавк», и «Калибр». На Украине прямо в обе стороны сбиваются и «Калибры», и «Шторм Шэдоу» сбивается. Все это. То есть, в принципе, если она летит очень, она же межконтинентальная, как бы считается, очень-очень долгим, замысловатым путем, противник ее обнаруживает, и у него есть, условно говоря, 15 часов было, чтобы найти и сбить эту ракету. То есть, в принципе, она не неуязвимая. И тут мы должны обратиться к прошлому. Дело в том, что на заре атомного романтизма, когда только появились ядерные двигатели, ядерные реакторы, атомная бомба, строились всевозможные теории, как это можно использовать, и первые разработки военные, шла конкуренция. То есть предполагалось, что можно построить малогабаритный авиационный двигатель, который поможет крылатой ракете лететь на бесконечные расстояния, на очень большие расстояния. И шла конкуренция. Что делать? Крылатую ракету или межконтинентальную, просто баллистическую ракету, которая в дальнейшем и получила главное развитие.
И, конечно, крылатые ракеты проиграли вчистую. Полностью. Они проиграли так, что обе стороны, и США, и Советский Союз, начали развивать баллистические ракеты, которые летят чрезвычайно быстро, с космическими скоростями, и доставляют этот ядерный заряд в любую точку земного шара. Еще избить их невозможно, потому что основная часть, конечно, движения это в космосе они летят. Все. Крылатые ракеты нет, они летят близко к Земле и так далее, и они, как бы они ни маневрировали, все равно уязвимый объект. Значит, так долго лететь. Поэтому их прикрыли, в общем, по большому счету. В Советском Союзе развивалась такая прославленным конструкторском бюро Лавочкина, развивался проект «Буря». Это огромная такой, очень интересная фотография, как это выглядело тогда еще в 50-е годы. И она была остановлена именно потому, что решили, что все-таки нет. Надо просто ракеты стратегические, баллистические развивать, и все. Но туда было вложено много сил и средств, она уже была изготовлена. Так вот, эта буря имела ответвление, то есть и с ядерным двигателем ее тоже разрабатывали. Тогда еще. Соединенные Штаты тоже делали малогабаритный реактор для авиации. Самолеты с ядерным реактором во борту производились и в США, и в Советском Союзе. Обе страны прекратили эти изыскания. Почему? Необходима была очень мощная защита для летчика, для экипажа. А уж если ты хочешь потом это развивать в гражданской авиации, тем более. Это пассажиры же летят, да? Вот. И второе. Все-таки, если подводная лодка с ядерным реактором затонула, она затонула достаточно безопасным способом для человечества. Где-то там на дне океана она лежит, даже если там утечка радиоактивная, это не так. А вот самолет, если упадет, предположим, где-то в густонаселенной стране и так далее, разрушится реактор, произойдет заражение местных, опасность намного больше. Вот по этим двум соображениям, что невозможно гарантировать его сохранность реактора при падении, обе стороны прекратили. Однако в космосе-то эти правила не действуют. И так же, как и США, Советский Союз развивал направление строительства малогабаритных ядерных реакторов для космических аппаратов, для спутников. И в первую очередь, конечно, военных, как источник энергии. Никаких там турбин мощных и так далее доставить на орбиту невозможно, поэтому выбрали способ термоэмиссии, то есть тепло переводит в электричество напрямую, он очень ограничен, в небольших количествах он это может делать, поэтому сами эти реакторы в спутниках это не были 7 киловатт, но весь средмаш был заточен, в разных местах производились работы, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию малогабаритных реакторов. То есть все больше и больше было успехов, новые материалы надо было производить, которые выдерживают страшные температуры и давления, очень агрессивные химические реакции, которые протекают внутри реактора. Потихонечку их решали, и атомные реакторы уменьшались. И американцы остановили эти работы, а в Советском Союзе их не остановили. И они прямо до 90-х годов продолжались. И как наследие среди Маша, нынешние его, так сказать, последователи, конструкторы и ученые Росатома, они развили их идеи и, видимо, научились строить совсем уж малогабаритные реакторы не для спутников, а все-таки вернулись к идее авиационных реакторов для авиации, потому что я же сказал, что крылатая ракета – самолет, только без летчика. И когда Путин в 2018 году объявил об этом, все тогда сказали однозначно, это страшно опасная вещь. Самое популярное было выражение «летающий Чернобыль», и в том числе и российские журналисты применяли это выражение. Хотя никто не видел, что это за ракета, как она там, на каких принципах. Это когда показывали видео компьютерной графикой. Да, вот тогда. Объявлено было, но
Очень лапидарное было объявление, было непонятно, что это такое. И все говорили, что невозможно, потому что и СССР, и США тогда, в 60-е годы, развивали реакторы, которые через себя пропускают воздух забортный. И прямо через активную зону реактора раскаленные ядерные продукты распада. Продукты распада ядерных. Потому что они вылетают из сопла со всем этим страшным, так сказать, содержимым своим, просто вот так в воздух. Да? И все говорили, что невозможно лететь эту ракету по следу радиоактивному обнаружить мгновенно, потому что она летит, оставляет за собой радиоактивный след. И, если верить докладу Герасимова у Путина, этот след длиной 14 тысяч километров. Сколько пролетела ракета буревестник на испытаниях. Но ничего себе, это не то, что там спутники какие-то, гораздо более близкие, значит, органы разведки обнаружат. И есть железобетонный факт, что норвежцы подтвердили, что она летела. А это уже сразу отметает все, так сказать, домыслы, что ведь очень много говорили, что это просто какое-то вранье, это пиар, этого не может быть. Почему? Что Советский Союз мог это разрабатывать. Но Россия современная никак не потянет ни по деньгам, ни по промышленности. Ну, да. И людей ее нет. Как она может сделать такие вещи, которые Соединенные Штаты не смогли сделать? Поскольку ни одного слова не было сказано о радиоактивном следе, ни американцы, ни мировая пресса, ничего, все как бы замерли. Как так? Такого быть не может. Возникла надежда, что вдруг найдено технологическое решение вот в этом авиационном реакторе, которое позволяет обойтись без выхлопов радиационных. Угу. Это, знаешь, такие решения технологические есть. И они описаны. Их несколько, но в принципе они все на одном принципе базируются. Это теплообменник. То есть не через реактор ты проводишь раскаленные газы, а существует некое вещество, которое в реакторе нагревается, движется по замкнутому циклу, а воздух забортный получает раскаленное, тепло раскаляется от этого теплообменника. То есть не происходит непосредственного контакта воздуха и внутренности реактора. Ближе всего нам всем понятно наши батареи. В батареях движется горячая вода, а воздух теплый становится уже от батареи. То есть мы не от воды получаем тепло, а получаем от теплообменника. Для этого надо было, конечно же, потрясающе совершенно, так сказать, работы провести в области материаловедения. Потому что необходимо было найти такие вещества, которые этот теплообменник сделают долговечным, чтобы длительное время он выдерживал эти страшные температуры и так далее, там давление внутри. А самое главное, еще это химические реакции, которые внутри протекают. Никакого повышения радиационного фона в период испытаний не было. Вот это первый признак того, что ракета «Буревестник» летела, не оставляя за собой этого следа. А если она не оставляла следа, значит, научились сделать этот реактор безопасным для природы. И вот тут вот прямо я хочу сказать, это событие важнее для людей, для человечества, для промышленности, для будущего, для развития, неизмеримо важнее в десятки раз, чем для военных. Они получили медленную, долго летящую крылатую ракету, которую, в принципе, можно сбить. В общем, не бог весть какой там усиление ядерной триады. Да, она может запутать противника, там, какими-то кренделями нарезать, лететь через Южный полюс, там, через какие-то океаны. Можно. Но, в принципе, не сенсация. А вот то, что сумели создать, на основании, конечно, разработок, длительных разработок ученых десятилетиями еще в Советском Союзе, малогабаритный, авиационный фактически, ядерный реактор, безопасный для эксплуатации, это вообще сенсация. Конечно, ведь это же можно использовать. Явно не для гражданской авиации. Очевидно, что люди боятся летать на обычных самолетах, а если им скажут, что самолет еще и с ядерным двигателем, то никто на него добровольно, по-моему, не сядет. Не говоря уже о том, что это невероятно дорогая технология, которая в обозримом будущем никогда не станет рентабельной. Так что это все дела только какого-то далекого будущего.
абсолютно точно, что это не сразу. Это очень не спеша будет все делать, потому что надо, во-первых, всем доказать, что это безопасно. Во-вторых, надо доказать, что это долго может работать и не сломаться. Потому что для любого гражданского проекта это номер один. Я тебе расскажу такую историю. В свое время стал вопрос, и он сейчас решился совсем по-другому, что дизельные электрические подводные лодки уязвимы. Они через каждые 3 суток должны всплывать, набирать воздух, там, у них аккумуляторы кончаются. И какой же найти источник, чтобы они подольше там под водой плавали, не показывались? Разные способы были. Сейчас используют так называемые воздухонезависимые энергоустановки. Это немцы производят и так далее. Не буду вдаваться в подробности. Или батарейки. Но в 70-е годы, да, может, в конце 60-х даже, стало вопрос, а можно ли сделать небольшой ядерный реактор необслуживаемый? То есть там не надо ходить ничего, ты его как в ящике держишь, все, он там сам работает, не притрагиваешься к нему. И тогда поручили это очень известному человеку, чрезвычайно одаренному ученому, конструктору, фамилия его Даллежаль. И построили лодку с этим вот небольшим отсеком. Его снизу, здесь сзади представили вот таким вот образом. Лодка плыла, а этот отсек необслуживаемый сзади внизу был. И наши моряки, которые всегда демонстрируют очень хорошее чувство юмора всю свою карьеру, назвали этот отсек «Яйцо Даллежаля». Тогда уже было принято решение о возможности строительства малогабаритных атомных реакторов, необслуживаемых. А теперь представь себе, что это может быть. Прям вертолетом поставил канадский север, русский север, тайга, пожалуйста, любые там горные условия, где угодно. Ты можешь источник энергии необслуживаемый поставить куда угодно. И вот этот вот реактор, двигатель и похожий двигатель как раз вот в этом вот торпеде этой атомной, там немножко другой, но тоже малогабаритный атомный реактор, вот они и есть аналоги. Это верхняя часть гигантской пирамиды индустрии атомной промышленности, которую надо иметь. Ты не можешь его построить, если у тебя там какая-то фирма, атомный реактор делает. Нет. Это напряжение ученых и мозгов там огромного количества. Сумеют ли там конструкторы сделать такие необслуживаемые отсеки, энергетические, дешевые, конкурентоспособные? Это уже вот посмотрим сейчас. Все. Первый такой опыт есть. Это плавучая атомная электростанция Ломоносов, которую поставили на Чукотке. Все. Это прообраз этого дела. Но чтобы вот такие вот, которые в 9-метровую сигару влезали, атомный реактор, это впервые. И поэтому и реакция такая на Западе. Шок. Не шок. Неожиданность. Вот. То есть, все-таки для людей, для гражданской промышленности и вообще для всей экономики это событие важнейшее. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк этому видео. Надеюсь, вам было интересно. События действительно экстраординарные происходят. И ждем в следующей неделе. Будет развитие. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.